Вот он, жироносец идет. Паёк снимать идет. Что такое? Подустал немножко? Ничего, ничего. Слушай, а помнишь, в прошлом году заявку на грин-карту подавал? И? Что и? Вещи собирай, одобрили? Трудный день я закончил и отбросил дела, и стремительный Харлей вдаль уносит меня. Там, где жирный паёчек и закат золотой, я лечу в неизвестность за своею мечтой. Лентой вьется дорога, и намечен мой путь. Там, где нет суеты городской, я хочу хорошо отдохнуть. И поесть бы немного, прям совсем бы чуть-чуть. И большие секвойи ждут меня прикорнуть. Ну что, Жрун всемогущий, выспался? Серег, ты не представляешь, что мне приснилось сейчас. Наверняка фляга тушенки. Какая фляга? Америка. Ребят, ну где я, где Америка? Но не беда, я нашел вот такой экспонат. Мне его прислали из USA наши партнеры. Точно партнеры? Владимир, что там с внешней политикой? Я с 5 утра внимательно слушал Трампа. Молодец. Собственно, что это за паёк? Давайте сейчас расскажу. Итак, представляю вашему вниманию крайне редкий образец американской промышленности, а именно горный МРЕ. Паёк рассчитан на сутки, при этом весит пакет всего 700 грамм. Производитель I'll Go Outdoors. В переводе «все время на открытом воздухе». У них есть сайт, где продаются всевозможные походные и не только ништяки. Причем даже в родном магазине данный паёчек редкость. Я вижу, что здесь есть в наличии только 2 меню, второе и третье, а четвертое поехало ко мне на обзор. И все. Остальное это классические военные мариешки. Но интересно даже не это. Видите на пакете дату? Думаете, это срок годности? Нет. Это рекомендованная дата инспекции. То есть в 31 году мне надо открыть этот пакет и посмотреть, все ли там нормально. А вот реальный срок годности, заявленный на сайте, 20 лет. Стоит такой пакетик почти $30, а вот за сколько я его купил, узнаете чуть позже. Так, разложили мы красоту и давайте разберемся. Во-первых, естественно, паёк с таким сроком годности подразумевает под собой специфический способ хранения, то бишь сублимация. Поэтому здесь есть 2 основных блюда сублимированных, легкие как перышко, боже мой. 2 почему-то французские вкусняшки, макрон замешан. Также есть 3 упаковочки с крем-сыром. Я не знаю, как он может храниться 20 лет, потому что он здесь не сухой. Мне где-то обманули здесь. И 6 черных пакетов. 5 из них вкусняшки, а вот в 6-м находится всяческая мелочевка. Это вот такая черная ложка, прекрасная, глубокая, мне уже нравится. Также есть наборчик для приготовления кофе, сахар, соль, перец, вот такие таблетосины и 2 вот таких пакетика с черным содержимым. Это витамин С. В целом хочу сказать, что паёк интересный, необычный по срокам годности. Единственный минус — то, что нужно дофига воды. А вообще в полевых условиях еда — это не просто способ утолить голод, а самый настоящий боевой ресурс. Что у пехоты, что у моряков в дальних походах. Все так же рацион продуман до мелочей. Ведь на корабле важно быть готовым ко всему. К штормам, к непогоде и к противнику на горизонте. Прям как в мире кораблей.
Масштабном онлайн-экшене про морские баталии. В апреле мир кораблей приготовил для всех игроков особые подарки. Введи один из кодов при регистрации: Космоадмирал, Косморобот или Космохантер, и получи уникального космического командира. А еще в честь первого круглого юбилея проекта тебя ждут миссии на 100 тысяч дублонов. Выполняй ежедневные задания и зарабатывай награды каждый месяц. И это не все. С 1 апреля начинается коллаборация с Московским музеем космонавтики. Собирай коллекцию из 26 легендарных экспонатов и получай ценные награды. А с 9 апреля обновление 25.4. Новый линкор Ансон в ретро-футуристическом стиле, свежие советские эсминцы и возвращение контента из легендарного фильма Кин-Дза-Дза. Не упусти шанс бесплатно получить песочный порт Плюк. Сейчас лучшее время, чтобы начать. Новые игроки получат бонусы на 20 тысяч рублей, премиум-контейнеры, дни премиума, море ресурсов и крейсер Свердловск 9 уровня. В бой, командиры! И вот уже теперь переходим к еде. Давайте начнем. Иди сюда, ты что такое скользкое. Порк, свининка, рис. Все с рисом свинины. Готовим. Че так мало? Угораздило мне с ним связаться, нахуй, еще. Вот и ешь. Бля, я впервые ощущаю отторжение от американской кухни. Брешешь. Куда ни посмотри, вот стоит подобие кумыса. Дальше здесь должна быть печенька, но на почте России, судя по всему, как-то определили, что это посылка из Америки, и почтальон давай мстить. Вот это сыр. И вот он, венец американской промышленности, жаркое из свинины с коричневым рисом. Обратите внимание на внешний вид. Где ваша хваленая кукуруза? Она тут вся вон блеклая. Где свинина? Тут из мяса вот один маленький кусочек. Это зашкварка. Ну, вот, вам везет, ребят, вы это видите, но не ощущаете запах. Пахнет амбаром. Все там сдохли в этом амбаре. Давайте попробуем, ну-ка. Это не должны есть люди. Вот по поводу свининки, ну-ка. Серега, это беда. Моя претензия даже не к внешнему виду, не к запаху, не даже к тому, что здесь нет мяса. Тут вообще ничего нет. Это блюдо полностью безвкусное. Оно не соленое, это самое главное. Не перченое. Никаких дополнительных специй, даже самых страшных, которых могу только в голове представить, здесь вообще ничего нет. Это простая вот пустота. Но у нас есть соль американская, йодизированная. Вот она. Я ее полностью сюда высыплю нахрен. И перчик. Вот. Пробуем. Вы думаете, что-то поменялось? Стал хуже, по-моему. Такое бывает, если одну ложку пробуешь, непонятно. Массовостью надо брать. Смотри, нормально заходит. Что ты там приверил? Вся вот эта масса, она у тебя во рту работает как губка. Она воду напитала в себя, ты вот так вот сжимаешь во рту, и она воду эту отдает. Все. Остальная часть такая же сухая, как и была. Ну, хоть что-то. А как? Колы здесь нет. Абсолютная безвкусица, как будто бы это пища для зэков американских. Ни в коем случае не останавливаемся. Следом у нас ванильный коктейль. Состав вы видите на экране. Выглядит страшным образом. Тут какие-то потеки, и он загустел немного. Я ложку забыл помыть. Тут здесь какие-то осадки. Но запах симпатичный. Ванилька, естественно. Как печенька. Кстати, насчет печенек. Возвращаемся. Обратите внимание. Ну да, красота. Это не соль, ребят. Это сахар. Давайте. Слушай, вот это я пью. Глюкозка пошла вместе с химозой. И, конечно, вот так. Ну, они вкусненькие.
Как кошачий корм. Во рту буквально тает. И очень сладкие. Сахар с сахаром. Обожаю. Да. Вы можете повторить то же самое дома. Рецептик. Берете козье молоко, оно просто жирнее. Если нет, то стандартное наше вот это вот коровье. Ставите его в микроволновку на 2 минуты. Оно там теплеет. И в это молоко добавляете прям в стакан пачку печенья. Желательно юбилейное. Ложкой все это активно перемешиваете до однородной массы. И у вас получается вот такой коктейль. Огромное количество калорий. Наедайтесь, напивайтесь, счастье внутри. Можно сахар еще добавить, если не сладко. Вот примерно то же самое сейчас. Десяточка. Теперь давайте попробуем самое, на мой взгляд, химическое блюдо из того, что здесь есть. Это называется глазурь из сырка, если переводить. Состав вы видите сейчас на экране. Очень занимательно, почитайте внимательно. Выглядит примерно как солидол. Причем самое интересное, что и пахнет так же. Такое просроченное машинное масло, которое надо слить с двигателя. Вот я клянусь, оно так и пахнет. Очень отторгающе, отвратительно. Ой. А вкус такой же, как запах, но очень сладкий. Он развивается. Бля. Да, сука, ты в своей жизни не сдохнешь. Ты просто не понимаешь, что у тебя во рту начинает происходить. Бьет сразу же по рецепторам какая-то непонятная, странная, химическая, жирная закваска. А потом уже проявляется сахар. Он как бы должен быть вкусен. Но его здесь такое количество. Я официально заявляю, что это гораздо слаще любого продукта. Даже мед не сравнится с этим. Что это? Ем. Я хотел тебе помочь. Давай. Бля, это невозможно есть. Это в смысле? В общем-то, такое себе. По баллу можно поставить 6. Переходим дальше. Ребят, говорят, американский горный РП – это вершина военной гастрономии. Но, как показывает практика, вершины бывают разные. Можно удачно выбрать маршрут и насладиться видами. А можно встрять так, что потом всю жизнь будешь вспоминать этот подъем. То же самое и с техобслуживанием машины. Выбираешь правильно – экономишь. Выбираешь наугад – переплачиваешь десятку ни за что. Вот почему перед ТО я первым делом проверил актуальные цены, чтобы вообще понимать, сколько это сейчас стоит. Причем неважно, какой у вас автомобиль, старенький японец или новенький китаец, цены есть на все авто. И если честно, зайдя на Автоспот, я был сильно удивлен, что разница может составлять даже 10 тысяч рублей на точно такие же работы. А это, как вы понимаете, немало. Поэтому, если у вас подходит время пройти очередное ТО, всегда смотрите цены и скидки на Автоспот. На этом бесплатном сайте вам нужно лишь выбрать свой автомобиль и какое ТО планируется. Далее появляется карта с ценами, выбираем лучшее и записываемся в 2 клика, чтобы зафиксировать за собой скидку. Причем тут все предложения от официальных дилеров и проверенных сервисов, поэтому с гарантией будет полный порядок. Ссылку на Автоспот я оставил в описании, а для того, чтобы скидки были всегда под рукой, можно скачать и мобильное приложение Автоспот. Ну а мы возвращаемся. Так, Продолжаем разговор. трапеза у нас на столе, но я до сих пор не могу понять, как вот это все можно размазать на сутки. Это катастрофически мало. Есть обед, ладно, есть ужин, хорошо. А завтрак-то из этого где? И полдника не хватает. Но давайте не будем расстраиваться, потому что главное блюдо очень интересное. Называется оно, внимание, ветчина с сыром с картофельными оладьями. Я вообще подумал, что это макароны в первую очередь. Я думаю, что вы сейчас тоже попутали. Какая картошка? Нет, это тертая картошка. И огромное количество, не знаю, как ветчина, но, как по мне, мясо. Похоже очень на нашу тушенку, только сухую. Давайте все сразу с мясом. Ну-ка. Ну, по крайней мере, у этого блюда есть вкус. Мясо очень сильно пересоленное, крайне жесткое, в воду все не пустило. Картофеля тоже практически не ощущаешь, в основном это сырная подлива с соответствующими вкусовыми данными. Что-то еще захотел.
Я не знаю, что они сюда поместили, но послевкусие крайне непривычное, незнакомое и химическое. Тебе неприятно. Организм говорит, не надо это больше есть, Витя. Потому что мало ли что. Я такой, кого я слушаю? Я знаю, что, как будто мыло добавили, вот что. Я скажу, что это далеко не лучший вариант сублимации из американских аналогов, поэтому по баллам буду строг. Естественно, тройбаш. Есть можно, но ты не получаешь от этого удовольствия. Но сыр божественный, да. Распробовал, тут просто на дне он остался хорошо прямо. Подливочка. Еда как тройбаш заходит. Насчет вот этой тарелки, как вы успели заметить, здесь в основном орехи, ну и всевозможные добавки. Они хранились вот в таких 3 разных пакетах, все по-разному расписано, красиво, как будто там что-то такое великолепие. Да нет, ни хрена, все одно и то же. Тот же арахис, тот же изюм, здесь вообще вот арахисовая крошка, пожалуйста. И единственный интерес для меня здесь представляют вот такие камушки, которые являются ничем иным, как каменная арахисовая паста. Такую не трогать. Вот это не трогай. Хорошо, Не надо. Хорошо. Тут даже есть бонусом 2 ММДМсины без надписей. Угу. Вот, ой. Хоть что-то такое шоколадное. Есть такие маленькие лепешечки. Я не знаю, их, наверное, не видно даже будут. Вот они, 2 штучки, смотрите. Это конфеточки. Это прям как глазурь. Ты и гораздо пожрать. Причем я уже даже не жую. 10-очка. Так, медленно, но верно я продолжаю жреть. И давайте посмотрим кофе вместе, естественно, с печеньками, которые выглядят следующим образом. Обратите внимание, куча сахара. И я так понимаю, что предыдущие печенья точно так же должны выглядеть, только они разломались, а тут они квадратненькие. Это прямая отсылка к нашим галетам. Уважают. Cookies. Кофе, кстати, тоже здесь необычный. Такой я вижу впервые. В американских пайках другие производители. Здесь традиционные сахары, сливки, все присутствует. Классический трио. Погнали. О, да, кофе. Обожаю. Объясняю. Практически во всех пайках, особенно в СНГ, если в пайках есть кофе, то никогда вот такого качества не добивается. Есть вкуснее даже. Есть более контрастные, есть жженые, есть какие-то дешевые, непонятные. Но вот такого идеального соотношения сливки, сахар, кофе нет нигде. Сахара здесь практически не ощущается, но он есть. На подкорке я его осознаю в языке. Теперь печенюшечки. Они настолько тоненькие, что я не могу съесть по одной. Во рту хлопок впечатлений. Охуенно. Здесь очень много сливочного масла. Молочное, во. Они еще и хрустят, вот в чем фишка. По баллам, естественно, полный зачет 10, но я не могу поверить, что это тоже хранится 20 лет, как и все остальное здесь. Ну, невозможно. Причем на упаковке сроков годности нет. Вот это самое интересное. Тебе впарили туфту, просрочку, ты нажрался здесь, нахваливаешь, сидишь. Почему просрочка? 20 лет написано же. За заборе тоже написано. Так, теперь напиточки. Их 2. Один из них Orange. Такое мы видели, в принципе, в военных пайках США и Европы. По вкусу. Вот она. Химоза. Ты даже не размешал. Да я размешал. Как это можно пить? Вот у нас в пайках быстрорастворимые напитки, они натуральные. Там сахар и краска, все. Здесь целая таблица Менделеева. Зачем вы это делаете? Вы травите собственное население. Сколько можно? Кто вам про это скажет, кроме меня в России, а? Да, еще забабахали сюда витаминный комплекс. Посмотрите, как он выглядит. Разве вы где-нибудь видели у нас в стране такой же витаминный комплекс, чтобы он так же выглядел? Это уму непостижимо. Ты посмотри, как он выглядит. Тебя понесло прям. Но эта вся хрень полностью, я больше чем уверен, запрещена Олимпийской комиссией.
Фу, американцы, с вами не заскучаешь, знаете, любой паёк как открытие, что-то новое. И зачем вы мне это послали? За 5500 рублей плюс 3 доставка! Ну ты же сомелье, да. Ёбаный насос и блядь, идти в рот. Это просто какой-то трэш, я не могу это пить, это просто... Это неописуемая дичь, ребят. Я не знаю, что они сюда добавили. С одной стороны, вроде напоминает чай, с другой стороны, какая-то химоза, с третьей стороны, немножечко кока-колы отдает какой-то, с четвертой стороны, соком яблочным. И все это в целом пахнет лекарством. Вот как в аптеку заходишь. На уровне отторжения. Да похер. Нормально. Побалуй, семерка. Я прям ощущаю прилив сил. И они еще добавили витаминки. Ой. Опять цешечка пошла. Короче, копия с карбинки. Все, авитаминоз. Ну а сейчас, как всегда, вердикт. Если коротко, то паёк редкостное дерьмо. Меня обманули. Никакие 20 лет он не выдержит. Хотя бы потому, что нет ни одной вакуумной упаковки. Все эти орехи, печенюхи придут в негодность года через 3 с даты изготовления. Основные блюда тоже пропадут, несмотря на сублимацию. Да и сублимация такое ощущение, что была проведена кустарным методом где-то в гараже. Про сыр я вообще молчу, он уже пропал. И останутся только химические напитки. И то, часть из них уже успела напитаться влагой внутри упаковки. А паёк всего-то 2022 года производства. Но ради справедливости американцы могут, потому что у них есть образцы пищи, которые правда может храниться 40 лет. Это так называемый Mountain House. Пища не дешевая, но сразу виден серьезный подход. Вакуум и вкусовые данные, мягко говоря, повыше. Если кому интересна подобная древняя еда, то рекомендую посмотреть обзор на посылку из Америки, ролик про паёк 57 года, ИРП времен Вьетнамской войны и недавний выпуск пайка ФРГ 80-х годов. Конфеточки. Ссылки оставлю в описании. Вот, как-то так. Ребят, на этом пока что все. Не забывайте про подписку на канал, нажимайте на колокольчик, чтобы не пропускать ролики, пишите комментарии, ставьте лайки и делитесь этим видео с друзьями. Вам не сложно, а нам будет очень приятно, и канал продолжит развиваться. Также спасибо всем галеткам на Бусти. Ролики там выходят чуть раньше, и они без рекламы. Всем удачки, всем пока.